Всем привет! Нас закрыли, в общем-то, да, торговые центры закрыли, но мы продолжаем работать, мы с вами в онлайне, мы по-прежнему находимся в своем отделе, просто торговый центр не принимает посетителей, но на вас, зрители, это никак не отражается. Вы по-прежнему заказываете у нас материалы, все ссылки есть в описании, мы снимаем вам видеоуроки индивидуальные, в том числе сегодня. Наша клиентка Валентина, город Москва, приобрела у нас достаточно большое количество товара, и мы снимаем для нее видеоуроки. Значит, сейчас речь пойдет о ванной комнате, стены уже нанесены, и нужно подобрать под эти стены пол, чтобы он максимально подходил, но был поярче. И сегодня мы будем это с вами вместе делать, а вы заодно пользуйтесь нашими видеоуроками. Ну и если к Новому году, например, да, все-таки ремонт, активизируются люди, хотят ремонт к Новому году сделать и встретить Новый год в новой квартире, ну, в новом интерьере, так скажем, а мы вам поможем в этом. Вы у нас приобретаете материалы, мы вам оформляем доставку, подбираем вам цвета, все колируем, вы получаете готовую продукцию и индивидуальный видеоурок. Ну, либо у вас есть мастера, специалисты, которые вам это нанесут. Тут уж такой вопрос второстепенный. Ну, приступим. Вот это тот самый образец стен, который мы делали для клиентки. Вот такой вот зелененький, светлый, приятный цвет. И покрыт он белыми разводами замшей. А сейчас нам надо сделать подходящий вариант для пола. Тут на образце у нас мармора. А я предлагаю в данном случае микроцемент. В чем плюс? Во-первых, для пола это гораздо прочнее и не требуется какая-то специальная подготовка, ну, кроме хорошей грунтовки. Это во-первых. Во-вторых, сейчас уже становится холодно, и микроцемент едет обычной доставкой. Не теплой доставкой, а обычной, которая подешевле стоит. Вот под него будем подбирать. Микроцемент – это вот такая вот смесь. Декоративная штукатурка сухая на основе цемента мелкого помола. Она идеально подходит как для пола, так и для стен ванных комнат белого цвета. И мы будем ее разводить водой и колеровать. Вот такой. Но он чуть-чуть поярче только в объеме. То есть здесь он на образце такой светленький, зеленый, а по сути он поярче на стенах смотрится. И я предлагаю ему в пару вот этот взять. То есть клиент хочет ярче, такие, чтобы получились своеобразные прожилки, потемнее цвета, поярче. И все-таки я это вижу из палитры зеленых цветов. Но так как плитка у нас бежевая, там рядышком во влажной зоне плитка, и она бежевая, то зеленый цвет должен быть с коричневатым оттенком. Это вот мое такое сугубо личное мнение. Я его предлагаю, его я и буду наносить на образец. А, Валентина, вы уже решите, что вам нравится, и вы мне напишите. Нам нужно в емкость насыпать микроцемент и разбавить его водой до удобной консистенции. Много накладывать не будем, у нас образец небольшой. Теперь возьмем воду, нальем туда ее, разбавляем водичкой, чтобы было удобно наносить. То есть без комочков, без всего, вот так. Видим, мало, еще добавляем. Она должна быть по густоте, как сухая гипсовая штукатурка. Микроцемент застывает порядка 2-4 часа. То есть вы разводите себе небольшое количество. Все ведро размешивать не нужно. Но опять же, все зависит от квадратных метров и все очень индивидуально. Поэтому, если вы у нас приобретаете микроцемент, то для вас будет индивидуальная консультация на вашей площади. Здесь у нас пол в ванной комнате, квадратов очень-очень немного, поэтому наша клиентка Валентина, она разведет сразу весь микроцемент, который предназначен на первый слой. Ну вот, как-то так. Может быть, еще добавим. Ну все, густота меня устраивает, вот такая густота. И теперь его заколируем. Пигмент у нас аппаратный. Здесь 3 разных вида пигмента, чтобы получить нужный нам цвет. Пигмент очень густой и концентрированный. Если мы колируем микроцемент, то
Мы же вам его не можем колерованный отправить, так как он сухой. Поэтому мы пигменты отправляем отдельно. На каждую емкость отдельный пигмент. То есть они по разным баночкам разложены. Например, на первый слой один пигмент, на второй слой другой пигмент. Мы его должны вот так перемешать. Водой разбавить и перемешать. У вас, конечно, могут быть тюбики. Да? То есть вы, если приобрели микроцемент, вы можете сами купить себе вот эти тюбики, но они слабоватые, то есть не концентрированы. То есть здесь у нас уйдет, например, 2 миллиграмма пигмента, а у вас на этот же самый цвет целый тюбик уйдет. Это аппаратный пигмент, и мы его прям понемногу добавляем, перемешиваем. Вот мы его перемешали, и после того, как мы перемешали полностью пигмент, мы его должны понемножечку добавлять, не весь выливать, а понемножку добавлять. И перемешивать. Почему я добавляю понемножку? Потому что у меня маленький объем. В вашем случае пигмент будет рассчитан на весь объем. Ну, то есть, вот смотрите. Вот такой цвет. Я уже сразу вижу, что светло, что нужно еще. Поэтому даже не домешивая, добавляю снова. Ну, вот такой хороший уже получается цвет. Он еще после высыхания затемнеет немного. Его мы и будем наносить. Пол. Мы сейчас рассматриваем пол. Там цементно-песчаная стяжка. Ее нужно хорошенечко загрунтовать. И после высыхания грунтовки наносить первый слой микроцемента. Грунтовка хорошего качества, такая глубокого проникновения. Концентрированную можно использовать. Наносим микроцемент кельмой. Вот такой яркий, видите? Но он у нас не будет таким ярким, он у нас потом вторым слоем скроется. Наносим хаотичными движениями, однородным слоем. Толстый слой накладывать не нужно, опять же говорю, одно и то же постоянно. Не нужно толстые слои накладывать. Слой должен укрыть поверхность пола, в данном случае пола. Для того, чтобы наш верхний слой, после того, как мы покроем следующий слой, да, светлый, и чтобы вот этот был виден, яркий, мы должны оставить небольшие прожилочки, вот такие. Оставьте от кельмы вот такие излишки, вот такие. Хаотичные. Прямо оставляйте смело вот эти вот наплывы. Вот такие наплывы. Не забывайте их оставлять. Это все, что от вас требуется. Вот так нанесли. Вот так мы нанесли. И оставляем его сохнуть. Такой яркий зеленый цвет с коричневым оттенком. Горчичный такой хаки, как его еще назвать? Красивый очень цвет. Вот эти вот прям все оставляем. Вот эти наплывы от кельмы, шероховатости, углубления. Все вот это оставляем. В промежутке
Между высыханием полным, да, не дожидаясь полного высыхания, нам нужно пригладить вот эти острые края, для того, чтобы потом их не шкурить. Влажной кельмой, как мы это очень часто делаем, мы просто вот так вот приглаживаем верхушки, вот эти торчащие части. Вот так вот мы все пригладили. Нет торчащих краев. С помощью кельмы влажной поджимаем. Слава богу, площадь там небольшая. Для больших площадей, конечно, придется все-таки чистить уже по-сухому. И полностью оставляем сохнуть. Смотрите, высох первый слой, и он такой у нас уже красивый. Уже прям можно его оставлять красивый. Что у нас здесь есть? Прожилки. Почему они темнее? Когда мы кельмой приглаживали, мы уплотняли слой. Вот здесь же у нас был остаток, да? Ну, то есть на кельме сюда мы оставляли прожилку такую, лишний слой. И вот этот лишний слой мы потом приглаживали, тем самым уплотняя материал. И когда этот материал уплотняется, микроцемент, прожилка становится темнее. И сейчас мы поверх этого слоя нанесем еще один слой светлее. И по моему предположению, вот это вот все должно быть видно. То есть как раз вот такая игра цветов, ну что-то похожее на мрамор. Я себе так это представляю. Наносим. Точно так же мы развели микроцемент и заколеровали, но цвет у нас уже получился светлее. Я такой, конечно, оператор, себе передвигаю тут камеру, сама по себе тут хожу. И наносим тонкий слой, прям тонко-тонко. Второй слой у нас должен быть жиже, чем первый. Он должен растягиваться по стене так, чтобы первый слой был виден местами. Также давайте прижимать будем, чтобы верхушечки побольше было видно. Прижимаем кельмой, приглаживаем, утрамбовываем. Так, смотрите, что у нас получается. Вот это может быть пол. Сейчас я подвину, покажу вам. Вот так. Это уже может быть пол. Но, насколько я понимаю, клиенту нужно ярче. Поэтому мы возьмем снова первый слой темный микроцемента колерованного, который был у нас первым слоем. Исправим ситуацию очень-очень быстро, пока здесь еще сыро. Мы же сейчас положили тоненький слой. Сейчас сразу же, пока сыро, исправим ситуацию для клиента. Значит, у нас в видео 2 способа нанесения. Вот так делаем. Добавляем немного сюда теперь яркого цвета. Вот он яркий. Можно его прям вот так добавить. И втираем туда, размазываем. Вот так. Теперь снова светлого.
Первый образец у нас получился слишком светлый. Я предполагала, что он должен был быть ярче, но он показался светлым. Поэтому давайте исправим, пока не поздно. Пока не поздно. Чем хороша штукатурка декоративная, это тем, что можно ее корректировать до бесконечности, пока она не высохла. Вот так. Пол ярче, чем стены. Вот такое было пожелание. Значит, в нашем случае, если вы хотите первый вариант, то по первому варианту и наносите. А если вы хотите вот этот вариант, то наносите первый слой, а потом второй уже вот так вот перемешивая цвета. Добавляем. Вот так вот. И легко, и просто, и красиво, и гладко. Самое главное, гладко. То есть, смотрите, если вы хотите, например, вот здесь светлее, вы берете светлый и добавляете, и будет светлее. Вот. Если хотите темного добавить, добавляете. Полностью сохнет, и будем смотреть итог. Вывод такой. Оператор из меня совершенно никакой. Получается, когда я одна снимаю, я не могу ладом ни снять, ни камеру передвинуть, ни материал себе замесить, ничего. Но я надеюсь, что все-таки работа моя сегодняшняя будет не зря. Сохнет и покроем лаком. Полностью высохла поверхность. Что я могу сказать? Еще раз повторю, это индивидуальный урок для клиента. Это будет покрытие на пол, и будут его заливать эпоксидной смолой. Я по смоле не советчик. Ну, это я знаю, что эпоксидная смола, это тоже два компонента, как и двухкомпонентный лак. Перемешивается. Это такая очень густая масса, которую мы выливаем на пол, да, и она растекается. И создает такую прям идеальную, гладкую, как будто бы поверхность. Но я сама со смолой вообще никогда не работала, я совсем не советчик. И мы просто покроем воском, просто воском. Мы возьмем воск акриловый, восковую эмульсию, и с помощью кельмы нанесем его для защиты. Я могу сказать также, что микроцемент или, например, жидкий травертин обязательно к покрытию лаком, воском или какими-то защитными средствами. Обязательно. Если, например, акриловую штукатурку можно вот где-то и не покрывать, то вот эти покрытия обязательно, микроцемент, да, обязательно. И мы просто его покрываем вот так, защищая поверхность. Она как бы укрепляется. Даем полностью впитаться, и образец готов. Сейчас вот это все высохнет. Я вам поближе еще сниму этот образец. А пока я могу вам что сказать. Заказывайте у нас материалы. Заказывайте. Пишите в комментариях, какие-то вопросы, может быть, у вас есть. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь. Это нам очень важно. Ну и все, в принципе, пока. Всем пока.